Госдуме рассказали о призыве на военную службу россиян из ДНР и ЛНР. Проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках российские граждане могут быть призваны на военную службу в России, если захотят, сообщил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию, сказал Водолацкий ТАСС. Проходить службу они будут на территории России, добавил Водолацкий. По его словам, россиян из ДНР и ЛНР очень беспокоит перспектива вторжения вооруженных сил Украины. На встречах с жителями республик тема безопасности является одной из основных. 26 января вице-спикер Совфеда и секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии. Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к президенту Владимиру Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы. Путин знает о предложении депутатов «Единой России» предоставить военную помощь самопровозглашенным республикам, но пока что не отреагировал на него, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В период с 2016 по 2020 год гражданство РФ приняли 978 тысяч граждан Украины, из них порядка 470 тысяч жителей ДНР и ЛНР, говорил в июле прошлого года замглавы администрации президента России Дмитрий Казак. По его словам, решение России выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР не может рассматриваться как инструмент включения самопровозглашенных республик в состав России.